Смарт-часы, которые имеют GPS плюс ГЛОНАСС-навигацию внутри, автоматическое измерение пульса, кислорода в крови, мониторинг сна и уровня стресса, систему оценки здоровья ПАИ, наличие спортивных режимов в количестве аж 61 вид, плюс еще добавят. Это же версия Pro все-таки. Водонепроницаемость 5 атмосфер, а также отличное время автономной работы. Обо всем этом можно прочесть в рекламе. К смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit Bip 3 Pro. И, к слову, Amazfit Bip 3 уже были у меня на канале. Обзор можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Но есть ли разница между урезанной версией и версией Pro? Как на самом деле дела обстоят у прошки, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем обозревать Amazfit Bip 3 Pro. Кому я говорю слишком медленно, ставьте X2 любой ролик, и ролик станет в 2 раза меньше. Напоминаю, что на Bip 3 уже был обзор. Эти отличаются по большому счету только наличием GPS, но не факт. То есть мы посмотрим, как здесь будет по автономности. Разумеется, здесь обещают дисплей большой на 1,69 дюйма, батарею живучую, 60 спортивных режимов и больше, и отслеживание кислорода. Все как у всех. Химией, в отличие от прошлых часов Mibra R, эти не особо сильно пахнут. Здесь я вижу довольно большой сенсор, кстати, для отслеживания сердечного ритма, большой подбородок, но это все в ролике вы увидите, услышите в недостатках либо достоинствах какие-то вещи. Еще раз повторяюсь, на Bip 3 по ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть обзор. Точно такая же упаковка, точно такой же внешний вид. Единственное, с тыльной части модель чуть-чуть другая написана, но еле-еле видно. Кабель точно такой же, неразборный, с 2 пинами. Точно такой же ремешок. Не самый, кстати, плохой. Раньше я мог называть его плохим, пока китайские часы сейчас не начал распаковывать. 20 мм ширина ремешка. Ремешок быстросъемный. И это значит, что вы можете сразу смело вместе с ним заказывать какой-то другой ремешок для того, чтобы его носить. Миланскую петлю не советую, потому что и магниты могут на GPS воздействовать. Опять же, это мой user experience. У вас может быть какой-то другой. 33 грамма вместе с ремешком. По размерам эта штука у нас, сейчас скажу, 35 миллиметров, почти 36. На 44 миллиметра. И в толщину 11 миллиметров. Никакого защитного стекла, разумеется, нет, никакого безеля нет. Все как у всех, очень похожи они на бипы первые, но, к сожалению, очень сильно отличаются от бипов автономностью. И как я писал в первом своем ролике про Bip 3 Pro, что они убили легенду, вот сейчас, по идее, эта легенда должна воспрять, потому что в прошке есть GPS. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого разыгрывается еще защищенный смарт и еще Smart Infinix. Все условия в описании. Всем, кто оставил комментарий, особенное спасибо, вы помогаете каналу. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, но помимо этого я еще стримлю в Твиче и периодически доп-стримы на Ютьюбе с прожаркой девайсов происходят. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Как я говорил уже, Pro-версия третьих бипов практически ничем не отличается от урезанной версии Amazfit Bip 3. Разумеется, далее в ролике вы узнаете о разнице между этими девайсами. Поставляются Bip 3 Pro в черной, розовой и кремовой расцветке, а в версии Bip 3 вместо кремового добавили синий. Дизайн минималистичный, ничего внешне не изменено. Подбородок у экрана все такой же большой. Корпус часов изготовлен из матового пластика, материалы по качеству неплохие. Смарт-часы при носке не ощущаются, так как они довольно легкие. На мужской руке, как и на женской, смотрится отлично, спать в них комфортно, ремешок силиконовый, быстросъемный, ширина его 20 мм. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья, такие как BioTracker второй версии с поддержкой измерения SPO2, 3-осевой датчик ускорения, Bip 3 Pro, пульс, как и кислород в крови у воздуха не нащупывают, что хорошо. Для меня лично это важно. Пульс может работать в ручном режиме и в автоматическом с периодичностью в 1 минуту. Кислород в крови измеряется только в ручном режиме, и в Pro-версию могли бы добавить перманентное измерение SPO2, но ее здесь нет, и это такой эпичный фейл. Результаты измерений неплохие, в основном приближены к реальным. Мониторинг сна и перманентный мониторинг уровня стресса также на борту. Сон мониторят отлично, как и фазы сна, а также дневной сон. Далее, с правого торца расположили одну физическую кнопку, в стоке они выполняют функцию переход к меню, возврат к предыдущей вкладке и зажатие
нажатием можно перейти к тренировкам. Переназначить возможность есть. Летим дальше. Оснащены смарт-часы TFT-дисплеем на 1,69 дюйма с разрешением 240 на 280 точек. Покрыт он закаленным 2,5D стеклом с олеофобным покрытием. Плотность пикселей скромные 218 ppi. Скроллинг не совсем плавный, с небольшими рывками, так скажем. Автояркости на борту нет. При прямом попадании света на экран яркости хватает. В солнечный день пользоваться часами слегка затруднительно. Интерфейс доступен на русском языке, за что отдельное спасибо. Экран слегка тускловат, но четкости достаточно. Автовыключение экрана максимум до 15 секунд, чего действительно мало. Always on Display не завезли. При поднятии запястья экран загорается стабильно через 1 секунду, то есть не моментально. Далее с главного экрана по свайпам все стандартно. Сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Меню, панель быстрого доступа и виджеты можно настроить под себя, что удобно. Меню из интересного — это система оценки состояния здоровья ПАИ, измерение ЧСС, измерение СПО2, мониторинг сна и уровня стресса, дыхательные тренировки, мониторинг менструального цикла, список дел, будильник, который можно завести прямо с часов, погода, музыкальный плеер, через который можно управлять музыкой, но закачивать туда нельзя. Все это должно воспроизводиться на смартфоне, к которому они подключены. И выделенной внутренней памяти на борту нет. Загрузить музыку и программы на часы не получится. Далее есть таймер и секундомер без возможности работать в фоновом режиме. Считайте, мультизадачности нет. Компас, поиск телефона и удаленная съемка, которая работает без нареканий, что отдельный плюс. Вспоминаем девайсы от Huawei, которые работают как Bluetooth-кнопка, только с Huawei чаще всего. Летим дальше. Bluetooth версии 5.0, почему-то не 5.3, хотя она новая. Связь с устройством, с которой они в паре, держат стабильной и без причины не отваливаются, но для устройства 2022 года, повторяюсь, Bluetooth старый. Подключить внешнее Bluetooth устройство возможности, разумеется, нет, никаких там нагрудных датчиков или датчиков каденса нету. К Wi-Fi часы не подключаются, спортивных режимов на борту 61 вид и отслеживание плаваний есть, в отличие от модели BIP 3. Там, может быть, тоже завезут, но пока нет. Для бега производитель предоставил целевой темп. Главное отличие данных двух моделей — это наличие GPS и GLONASS в версии Pro. Местоположение смарт-часы определяют до 8 секунд максимум, иногда хватает даже 4. Карты строятся адекватно для такого устройства, погрешность небольшая. Имеется, но, как по мне, не критичная. Во время тренировки можно пользоваться плеером, что особенно удобно. Маршрут загружать на часы возможности нет, напоминание о разминке приходит, но редко. Далее, звонить с часов нельзя, входящий вызов можно сбросить, включить беззвучный режим или воспользоваться быстрыми ответами. Вибромоторчик хороший, настроить силу вибрации возможность есть, как и сделать персонализированную вибрацию. Уведомления приходят практически моментально, смайлики полноценно не отображаются, а иконки приложения отображаются хорошо. Уведомления можно посмотреть и удалить. Быстрых заготовок на уведомления нет. Далее, емкость аккумулятора 280 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа. Время автономной работы, разумеется, меньше, чем в обычной версии BIP 3, но это при условии, что вы будете пользоваться GPS. И вдобавок, я бы не сказал, что она намного меньше. При интенсивном использовании они проживут до 5 суток. Где наш старый BIP с 30 днями, да? Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер. Я окунул их в воду, и жидкость по итогу не повредила часы, что логично. Плавать и принимать душ и так далее с ними можно спокойно. Не зря отслеживание плавания же добавили. Летим дальше. MSFIT BIP 3 Pro работают в паре с приложением ZEP. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья. Вторая вкладка предназначена для тренировок. И последняя — это профиль. На главной странице с часами есть заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами. Любую другую фотографию можно на заставке поменять. Пользовательские watchface, которые можно настроить под себя, также имеются. Помимо перечисленного есть всевозможные настройки часов, которые практически идентичны тем, которые на самих часах. Обновить прошивку в приложении можно, и обновление уже прилетало. Минусы — это огромный подбородок, экран слегка разочаровывает, на самих часах не отображаются фазы сна, смайлики не отображаются, нет микрофона, нет динамика, нет калькулятора, нет внутренней памяти для того, чтобы туда что-то закачать, нет NFC, нет возможности вставить симку или подключить eSIM. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, это одна из сильных черт данных часов, но опять же напоминаю, что это downscale. Мы ждали чего-то подобного BIP 1, просто-напросто прокачанного. Мы получили что-то другое, опять же, это мое мнение. Резюмируя, MSFIT BIP 3 Pro по большей части отличаются от BIP 3 только наличием GPS. Разумеется, я советую выбрать Pro-версию, так как она не намного дороже, чем трешка, но у нее есть GPS. Я считаю, что линейка бипов умерла, потому что с GPS много всяких устройств, и эпичность кончилась в прямом смысле. Так что теперь мы имеем реплику стандартных клонов, которых по большей части не отличаются друг от друга. Не забудьте подписаться на канал, пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Спасибо большое за просмотр. Всем, кто оставит коммент, без мата, хамства и рекламы.
рекламы особенный респект. Девайсу, да, к сожалению или к счастью, он уже не эпичен, но добротен. Добра и удачи вам, дорогие друзья!